всем дня. Вот, сегодня решил сделать колунок, поскольку старый куда-то подевался, может уже и продал кому-нибудь. Вот. Решил сделать новый. Вот. Но, как видно, заготовка у меня с двух частей. Поскольку текстолит у нас достаточно редкая штука, поэтому решил я его поэкономить. Таким вот образом сделал с двух частей. Вот. Длина колунка 10 сантиметров, из них текстолита 4 сантиметра. Вот, диаметр в широкой части 3,5, ну и где-то около 22 миллиметров в узкой части. Он конической формы такой получается. Вот, на мой взгляд, удобнее работать. Вот, ну и как это все делается? Ну, для начала, конечно, надо размечать. Нужно, конечно, отметить сначала центр. Вот, ну и с центра начинаем размечать таким вот образом. Я как-то привык размечать на глаз. Ну, если кого-то надо более точно, то можно использовать транспортир. Вот, или какой-то шаблон сделать для этого дела, чтобы разметить. Вот, ну, таким вот образом размечается колунок на 3 части. Поэтому вот от вертикальной линии делаем там еще дополнительную линию и проводим диагонали с конца лучей вот, на торце до этой линии. Вот. Ну, нужно стараться, чтобы это было примерно все по центру. Вот. Ну, далее то же самое. В 3 местах будет примерно то же самое. Размечаю его карандашиком. Вот. По текстолиту он еще рисует неплохо. Хотя, если у вас текстолит гладкий, нужно немножко его пошлифовать наждачкой, чтобы карандаш на нем вообще лучше писал и лучше было видно. Вот таким образом делаю разметку. Вот разметка только на текстолите, поскольку рабочая часть это будет текстолит, а в принципе за ним уже идет просто ручка. Вот, ручку я выточил на станке. Ну, если у кого-то нет возможности, нет станков, можно просто заготовку выстрогать, скажем, с твердой древесины, с яблони, с какого-нибудь ясеня, с дуба. Вот, с твердой древесины сделать заготовку, можно даже ее выстрогать просто ножом. Я первые колунки свои тоже так делал. Ну и вот дальше по этим линиям я пилю вот такой вот пилой с мелким зубом. Вот, можно использовать для этого дела ножовку по металлу. Ну, ножовкой по металлу будет достаточно сложно это все сделать, поскольку полотно на ножовке направить достаточно будет трудно. Вот, тут надо чуть ли не специальную сноровку, чтобы это сделать. Ну, вот таким вот образом я выпиливаю ненужные части, лишние с него. Вот. Тут главное держать полотно под углом и пилить таким образом, чтобы не задеть сильно те линии, которые у нас там образовались. То есть я пилю примерно рядом с линиями. Вот посередине в этой вот крестовинке из 3 частей линии я стараюсь не задевать. Вот. Потом их подтачиваю. Ну, позже покажу как. Вот таким вот образом это все выпиливается. Вот. Вот. До центра тоже немножко не доходим. Оставляем миллиметр или 2. Вот. Потом это все будет проще подгонять. Вот. Если вы перепилите, то колунок уже не получится. Ну, желательно пилить так, чтобы линии оставались на том материале, который вы будете дальше использовать. То есть, реально линии, чтобы остались на колунке. Вот таким вот образом выпиливаем дальше вторую часть. Точно так же поворачиваем. Ну, естественно, для этого всего лучше использовать тиски, зажимать в них, поскольку, вручную на коленке это будет достаточно сложно удержать его. Вот таким вот образом. Конечно, не обязательно использовать текстолит. Можно использовать и эбонит. Можно использовать, как я уже говорил, твердые породы древесины. Вот. Лучше всего у меня обычно были яблоневые, из яблони, на более твердое. Можно также использовать корень черный или красной смородины. Он тоже достаточно твердый, когда высыхает.
Вот, можно использовать железо, многие используют алюминий, но я как-то пробовал, что железные, к ним как-то лента, не лента, а шинка достаточно так как-то прилипает, вот, и мне это не нравится, мне лучше, вот. Я в прошлом году как раз попробовал сделать колунки из текстолита, вот, они, опять же, тем хороши, что они вгрызаются в прутик, вот, сами, не надо надрезать ножом, вот. Поскольку он немного тверже дерева. Вот, пилится он, кстати, достаточно туго, но ну, просто дольше получается, вот и все. Деревянный, если бы я делал, получился бы гораздо быстрее. Вот, ну, текстолит, поскольку тверже, немножко надо его, с ним повозиться надо больше. Ну, вот таким вот образом выпиливаются. С одной и с другой стороны пробуем, с одной и с другой стороны пробуем, пока этот вот такой треугольничек у нас не отлетит. Вот. Естественно, стараемся центр колунка ни в коем случае не пропиливать, ну и оставлять линии, как я уже говорил, на самом колунке. То есть пилить до линии. Вот такая вот заготовочка получается. Пока еще некрасивая, пока еще на колунок не очень похоже даже. Вот, но что-то вроде уже есть. Далее опять же зажимаю. И вот у меня есть, берем такой небольшой кубик деревянный. Главное, чтобы у него были, ну, более-менее нормальные под 90 градусов стороны и достаточно ровный край, чтобы можно было подогнать колунок. Наждачка здесь P60, по-моему. Вот, то есть 60 этих зернистость 60, то есть 60 зерен на 1 квадратный сантиметр. Она довольно хорошо и довольно быстро снимает все, что нам не надо. Причем, ну, наждачкой будет достаточно трудно его испортить. Вот, поскольку наждачка, ну, понемногу все-таки с него снимает. И вот каждую вот эту вот три этих выемки, которые у нас получились, каждую хорошенько обрабатываем наждачкой и стараемся его одновременно уже потиху затачивать. То есть, ну, чтобы у нас получилась острая режущие эти три кромки. Вот в итоге получился у меня такой вот уже колунок, можно сказать. Вот кромки уже острые, сходятся в центре. Вот. Дальше беру наждачку помельче, здесь примерно 120, по-моему, вот, и делаю более гладким. Вот. Одновременно, конечно, эта наждачка еще лучше и больше заточит наш колунок. Вот, он будет лучше вгрызаться в прутик. Вот. Что касается немного размеров, пока тут туда-сюда... Ну, для женских рук я бы посоветовал, обычно мне заказывают его не 10 сантиметров, а где-то 7-8 будет удобнее длиной. Вот. Ну, у меня рука довольно большая, поэтому... Вот дальше что я делаю? Дальше я все это дело замачиваю, можно так сказать, в нитролаке. Вот. И в нитролаке он у меня лежит где-то часа 2. Текстолиту, в принципе, нитролак особо не нужен, а вот как раз дерево становится прочнее от нитролака, и лучше подержать немножко дольше, чтобы оно пропиталось. Вот дальше ставлю просто стекать. Вот в итоге после высыхания получается вот такой вот колунок. Вот. Естественно, нужно проверить, как он работает. Может, где-то что-то надо подточить или подправить. Ну, в данном случае это уже не первый колунок. Вот. Ну, вот он, как видите, колет прекрасно лозу. Вот. Получаются вот такие вот 3 шинки. Вот в итоге таким вот образом делаются колунки. По крайней мере, я их так делаю. Вот, всем пока. В следующем видео, я думаю, на следующей неделе покажу, как и из чего состоит моя ванна для пропарки.